Путин исчез. Уже не первый год в масс-медиа муссируются слухи о том, что Россией правят двойники Путина. Доказательства приводятся достаточно весомые, и многие почти уверены в правдивости утверждения о поддельном президенте. Что же свидетельствует в пользу данной версии и что заставляет усомниться? Напишите в комментариях, как вы считаете, есть ли у Путина двойники или это все слухи. Двойник президента – это, на самом деле, явление не новое. В мировой истории подобные случаи встречались не раз и не два. Известно, что подменять погибшего правителя двойником было обычным делом в Византии. Также практиковали это в средневековой Японии. В наше время процедура остается востребованной. Как правило, президенты пользуются услугами клона в целях безопасности. Так поступал, например, Сталин, используя в качестве щита от недоброжелателей своего двойника, артиста Феликса Дадаева. Известны подобные прецеденты и в зарубежной практике. Некоторое время в РФ многие были уверены, что двойником подменили умершего Ельцина. А теперь вот считают, Россией управляет двойник Путина. Может ли это быть правдой? Доказательства, налицо. Пытаясь ответить на вопрос, есть ли у Путина двойники, заменяющие его, некоторые любопытные граждане анализируют перемены во внешности президента, сравнивая снимки разных лет. Для многих результаты этих исследований оказываются достаточно убедительными. Что же представляет из себя доказывающие правдоподобность версии о двойниках? В качестве материала для анализа исследователи берут фотографии президента, сделанные за последние 20 лет, и обращают внимание на то, что на разных снимках у Путина разной формы череп, скулы. Отличаются границы бровей, скальпа и даже мочка уха. Разной высоты подбородок. Глаза находятся то ближе, то дальше друг от друга, и у них разное выражение. Морщины иногда явно видны, а иногда на них нет даже намека, плюс ко всему они имеют разную конфигурацию. И в качестве контрольного приводится аргумент о родинке на левой щеке, которая на последних фото уползла назад и вниз к уху со своего прежнего места. У версии, согласно которой россиянами правят двойники Путина, фотодоказательства не единственный козырь. Есть и другие. Мысль о том, что Путина подменили двойником, появилась у многих после скандального журналистского материала Олега Кашина, который обнаружил факт присутствия президента одновременно в двух местах – в Кремле на встрече с представителями Общественной палаты и на своей алтайской даче. Информация внушала доверие, поскольку из Кремля шла прямая трансляция, а в Горно-Алтайском аэропорту Путина видели вполне реальные люди. Журналистская бомба разорвалась 26 июня 2015 года, и даже те, кто до этого не верил в то, что двойники Путина правят Россией, стали серьезно сомневаться. Особенности личной жизни. Как известно, личная жизнь президента России находится под 7 замками и тщательно скрывается от глаз общественности. И этот момент сторонники теории о том, что страной правит двойник Путина, тоже используют в качестве аргумента. Неожиданный развод главы государства с женой Людмилой, дочери, которые практически не появляются на публике. Конечно, все это довольно странно. Особенно если взглянуть на поведение президентов других стран, постоянно афиширующих свои благополучные семьи. Для тех, кто задумывается, есть ли у Путина двойники, секретность его личной жизни – очередное доказательство того, что да, скорее всего есть. Сколько Путиных? Итак, допустим, россиян обманывают, показывая им фальшивого президента. Но сколько двойников у Путина? И какой настоящий? И существует ли он вообще, реальный Путин, или, может быть, давно уже покинул мир живых? По просторам интернета гуляет табличка с фото, в которой все разложено по полочкам и дана подробная классификация поделок. Есть в ней ответы на вопрос о том, жив ли настоящий президент. А может быть, версия о том, что Россией правит двойник Путина, это плод больного воображения, и все изменения во внешности объясняются банальной пластикой. Вполне возможно. Тем более, о том, что президент делал пластические операции, не раз писали в прессе и говорили по ТВ. Но и здесь у сторонников клонов есть контраргументы. Так, они вопрошают, зачем понадобилось мужчине омолаживаться. Кому так сильно хотел понравиться глава РФ? Мол, президенты других стран подобными вещами не балуются, да и среди наших особо никто больше замечен не был. И еще, убеждая всех в том, что сегодняшний Владимир Путин – двойник, а не настоящий, сторонники этой версии обращают внимание на хаотичность перемен во внешности президента. Позавчера морщины были, вчера пропали, а сегодня опять появились. Как такое может быть?
Если уж накачали ботоксом, то это надолго. Плюс казусы с отросшими за день бровями, сошедшим за пару часов в загаре и так далее. Мнение судмедэксперта, задаваясь вопросом, Владимир Путин, двойник или настоящий, журналисты одного из российских СМИ обратились к судмедэксперту. Пожелавший остаться неизвестным специалист, взглянув на предоставленные фотографии президента разных лет, заявил, что такие изменения во внешности человека вполне могут объясняться возрастом и никоим образом не свидетельствуют о подлоге. Симметрия лица осталась прежней. Увеличение носа и ушей с течением времени закономерно, и уменьшение лицевой кости тоже естественно, заверил эксперт. Так что, по его мнению, ошибаются носители теории двойники Путина. Доказательства их не стоят и выеденного яйца. Точка зрения политологов солидарна с судмедэкспертом и политологи. На вопрос, правда ли, что у Путина есть двойники, они склонны отвечать отрицательно. Точнее, они допускают наличие похожих людей, которых президент использует в целях самозащиты, как и многие его зарубежные коллеги. Например, садит их вместо себя в президентский автомобиль, когда ситуация вызывает тревогу, и так далее. Но в свет вместо Путина двойники не выходят, и тем более не правят страной от его имени. По мнению большинства политологов, это абсолютно исключено. Кто же у руля? Ну а если все-таки имеют место двойники Путина, кто управляет страной от его имени? Вот на этот вопрос у сторонников версии поддельности президента четкого ответа нет. Кто-то говорит об олигархах, кто-то о заокеанской руке, кто-то о преступной группировке, тайно захватившей власть в России. В любом случае, есть какое-то лицо или группа лиц, которые, устранив настоящего президента, используют в своих корыстных целях модель «двойники Путина». Более того, на государственном уровне проводятся конкурсы двойников президента, и победителей прославляют на всю страну. Привыкая к мысли о нормальности практики клонов, обыватель, если и задастся вопросом, есть ли двойники у Путина и сколько их, то ничего возмутительного в положительном ответе не увидит. Но, к сожалению, пока эта тема остается открытой. Возможно, все точки над «и» расставит время, а может и оно окажется бессильным, как уже случалось не раз в истории человечества, полной покрытых мраком тайн и секретов великих людей. Друзья, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк.